Ребята, мы находимся в Гарвардской бизнес-школе. Рядом со мной выпускник MBA программы, MD программы. И просто, на мой взгляд, умнейший человек, который сумел поступить и отучиться на этих программах. Смотрите наше интервью, и вы узнаете, как поступить, как выжить, как выплатить кредит и уехать в Калифорнию, работать в больнице и помогать людям. Ребята, мы сейчас находимся, мне кажется, в очень известном месте, в очень известном университете, которое у всех на слуху, которое, наверное, не знает только ленивый человек. Это Гарвардский университет, это Гарвардская бизнес-школа. Сейчас здесь полная тишина, все уже закончили, получили дипломы и разъехались искать работу. И сегодня у нас супер классная возможность пообщаться с нашим, так сказать, коллегой, выходцем из нам знакомых стран. Олесь, расскажи немного о себе, откуда ты, какой у тебя опыт. Ну и дальше пройдем по более сложным вопросам. Да, конечно. Значит, родился я в Беларуси, в Минске. И в конце 90-х переехал сюда, в Штаты. Жил в основном на северо-востоке, то есть здесь не так далеко от Бостона. Потом по окончанию школы учился в Ельском университете, тоже здесь поблизости, не так далеко, 2 часа езды отсюда. После этого 3 года работал в McKinsey как консультант. В основном проекты были по здравоохранению, то есть фарма, биотехнологии. Несколько проектов было в Москве на русском фармацевтическом рынке. А потом решил, что хочу продолжать заниматься бизнесом, но и хочу также быть врачом. И поэтому сейчас вот оканчиваю joint degree, то есть двойное образование здесь, в Гарварде, в медвузе и в бизнес-школе. Что MBA и degree в медицине. Да, то есть MD и MBA. Ну, сразу вопрос, который напрашивается, опыт, скажем, не совсем такой стандартный, как для выходцев. Ну, вот я знаю очень много людей из России, Украины, Беларуси. То есть ты уже здесь фактически переехал, наверное, с родителями, да? Да. То есть ты поступал уже, будучи фактически американцем. Да. Насколько, на твой взгляд, это помогает вот именно то, что люди являются здесь уже резидентами? Многих ли ты знаешь, кто поступал, будучи все-таки резидентами Украины, России, Беларуси? Да, то есть тут две вещи, о которых можно думать. Одно – это как бы официальное поступление, то есть все проблемы и как разбираться там с визами, с интервью на расстоянии, логистикой, всем таким. А другое – это как бы понятие культуры, которая здесь, и как бы чем отличается бизнес-культура, этика, отношения, все прочее здесь и там, в России, в Беларуси, еще где-то. С как бы официальной стороны уже достаточно наложено, насколько я представляю, по крайней мере, из, скажем, там, вот, крупных компаний, крупных городов в России, в Украине, проложен путь, и знаю много людей, которые там, из Москвы, из Киева, еще откуда-то приезжают сюда и здесь в бизнес-школе или даже в других школах учатся. Я думаю, что иногда бывает немножко сложнее это перейти и понять как бы с более, скажем так, культурной стороны, какого рода вещи хотят MBA-школы здесь. То есть уже разобравшись с визами, с логистикой, со всем прочим, понять, как бы, когда вот пишешь свой application или еще что-нибудь, как бы чего они требуют. И тут, я думаю, опыт работы в компании, которая все-таки работает с Западом, или компания сама западная, или есть западные клиенты, это, я думаю, достаточно важно. Ну, у тебя такой уже достаточно импрессив, я бы сказал, путь. То есть Yale — это колледж, да, видимо, а потом McKinsey — это тоже далеко не самая последняя компания в мире. И как бы Гарвард, то есть у тебя реально очень впечатляющий путь. Сам, как говорится, ну, грех просто было уже в Гарварде не учиться.
В твоем классе сколько было людей, вот выходцев из Союза, которые поступали, ну, скажем, с наших стран? Да. Значит, которые поступали не как я, Ну, не как американцы, а как которые поступали... белорусы, украинцы, россияне. Да, сейчас скажу. Было 5 человек, которые вот 5 или 6 человек, которые вот так вот поступали. Из класса, в классе сколько? В классе 900 человек в MBA. В медвузе не так часто с этим сталкивался, там больше никого не было, там класс меньше, 180 человек. Ну, мы сейчас дойдем до медвуза, потому что это тоже очень необычная часть, на мой взгляд, которую я видел в поступающих. 900 человек. Вот сейчас все говорят о том, что я читал факт, о том, что вот в этом году, в 2017 году в колледже впервые количество non-white поступающих было больше, чем white. То есть такая вот цифра, да, то есть чувствовал ли это в классе, действительно ли видно уже, что там, я не знаю, представители всех национальностей уже превалируют над все-таки белыми коренными американцами, если так можно сказать? Особо нет. То есть в HBS, да, есть очень много студентов, которые и международные, которые из многих стран, еще откуда-то, по-моему, я не помню статистику, но процентов 40 людей в HBS все-таки приехали откуда-то еще. Но, не знаю, вот со стороны культуры отношения к стране, какой-нибудь молодой человек из Франции или из Испании, он отличается от, скажем так, коренного американца, по-моему, гораздо больше, чем коренной американец, который как бы этнически, может, китаец или японец, но у которого семья уже здесь, или даже там, или черный, или латиноамериканец, у которого семья здесь уже несколько лет жила. Поэтому, или несколько, не знаю, десятилетий. Ну, мы вот записывали когда-то интервью с выпускниками бизнес-школы Беркли, там, где, скажем, много достаточно в Калифорнии китайцев. То есть он говорит, что количество азиатов сейчас очень сильно растет, они создают серьезную конкуренцию при поступлении, при обучении, прямо это вот чувствуется. Они очень много денег вкладывают. В Гарварде это так или все-таки Гарвард держит на какую-то планку? Гарвард, по-моему, активно вкладывает в как бы баланс людей из разных мест, из разных стран, ну и в какой-то мере, хотя в меньшей мере, из разных рас. То есть я не думаю, что у Гарварда есть какие-то там четкие квоты. Чтобы... То есть их доминации ты не чувствовал каких-то, нет, да? Окей. Нет, я такого не чувствовал. И на самом деле, смотря на то, какой сейчас большой Китай, как он развивается, или Индия, или еще кто-то, приятно иметь несколько людей в секции 90 человек, которые все-таки оттуда, потому что понимаешь какие-то перспективы того, как люди там думают и как они мыслят. И мне это немножко даже интереснее, чем если бы в классе было 60 или 70 американцев из 90. Ну да. У тебя очень необычное такое соединение MBA и медицинской степени. Первый вопрос, который сразу напрашивается, как ты это выдержал, потому что я представляю эту нагрузку. Второй вопрос, почему? Потому что это, ну, все-таки и дороже, и тяжелее, и так далее. Ну да. Меня всегда интересовало еще в колледже, и потом интересовалось здравоохранение как система. То есть, как работает вот фармацевтическая компания, как она относится к Минздраву или Medicare, Medicaid здесь, в США. Как работают больницы, как к больнице или к клинике можно подойти не только со стороны, вот, как бы мы помогаем пациенту, но еще и как это сделать намного более эффективно. И я считаю, что для врачей вот это вот отделение, значит, вот здесь вот медицина, а здесь администраторы, оно вредит и врачам, и пациентам, потому что создается такое вот нехорошее отношение между ними, споры, и в конце концов, в большинстве случаев в такой ситуации врачи проигрывают. А поэтому, мое мнение, чтобы быть хорошим врачом, и чтобы была возможность делать то, что надо для своих пациентов, нужно немножко понимать бизнес и систему здравоохранения. Но у тебя был фокус все-таки на медицина как
управление медицинским бизнесом, да, вот то, что есть своего рода, я знаю, вот в Duke есть у них целая специализация, да, healthcare management, или это прям медицина, условно говоря, докторская, где там что-то нужно, я не знаю, лечить, резать и так далее? В медвузе у меня 100% докторская медицина, то есть я начинаю через несколько недель ординатуру, буду работать с практикующим врачом, но как бы одновременно после ординатуры надеюсь совместить или как там меддиректор, или еще как что-нибудь, и найти какой-то вот такой баланс, где там, скажем, 2 дня в неделю с пациентами, а 3 дня в неделю уже какая-то административная позиция на уровне клиники, на уровне города или еще где-нибудь. Ну, учитывая, что сейчас, я знаю, я читал последние отчеты в Штатах, доктора получают почти там больше всех, то я думаю, это хорошее такое продолжение твоей карьеры. Относительно нагрузки, насколько вот это сильно или не сильно отличалось от тех, кто просто на MBA были? Не очень сильно. То есть дело в том, что нагрузка в медвузе без вопросов больше, чем нагрузка на MBA. Но что приятно, это то, что большинство таких программ, они отделяют по времени. Вот этот год – это только медвуз. То есть это по годам делится? Да. Да. То есть, например, вот пока я был здесь в бизнес-школе, единственное, как бы, что у меня было немножко другое, то, что иногда у меня были ночные смены в больницах, здесь поблизости в Бостоне, но это как бы потому, что я сам этого хотел, потому что хотел поддерживать какой-то клинический опыт. Но потом как бы, утром здравствуйте, кейсы решаем, да? Ну, иногда было, но не часто, не часто. Обалдеть. При поступлении экзамены на joint degree и на, к примеру, MBA, они как-то отличаются или то же самое? Там GMAT, GRE или отдельные тесты ты сдавал? CAT отдельно, там GRE? Да, отдельные тесты. То есть все полностью отдельно, да. 2 аппликации, там приняли, не приняли, как говорится, да? Да, да. И тут 2 варианта есть, как подавать. Мой процесс был немножко более стандартный, то есть ты поступаешь в медвуз, по окончании 1-го года медвуза ты поступаешь, как любой другой аппликант, в MBA-программу, и если тебя не принимают, тогда ты как бы становишься joint degree student. Можно поступать. То есть ты должен поступить на 2 программы? Да. То есть если ты поступил на MBA, но не поступил на медицинскую, то ты только на MBA учишься? Если ты поступил на MBA, не поступил на медицинскую, да. Ага, интересно. Твой способ подготовки, особенно на 2 программах, я знаю там тысячи людей за 15 лет работы, которые там не могут GMAT просто для бизнес-школы сдать. Как ты вообще умудрился на 2 программы это все готовить? Ну, хотя Ель, понимаю, уже, видимо, да, опыт был. Во-первых, то, что, по крайней мере, для меня поступление в 2 программы было разделено на год по времени. То есть вначале на мед, подготовку к МКАТ, а потом на GMAT. И советую, поскольку экзамены, они разные, там сдаешь GRE, GMAT или еще чего-то, то как бы немножко их разделить и дать голове немножко прийти в себя после одного экзамена, перед тем, как и одной application, а перед тем, как делать другую. Это то есть ты 2-3 месяца готовил один application, да? Потом пришел. Да. Это во-первых. И во-вторых, по-моему, не знаю, мой подход был самый такой, что для меня, мне больше всего помогло, это просто много раз сдавать как бы экзамены для практики. И для меда, и для... Сколько раз ты GMAT сдавал? Сколько раз я GMAT сдавал? Пытаюсь вспомнить. В общем, у меня подготовка была достаточно простая. Я купил книжку «Практика экзаменов» и просто за лето, когда было свободное время, садился и просто по секции раз за раз. Ну, именно сам экзамен ты сколько раз сдавал? То есть с первого раза? Ну, то есть как бы официально, да. Официально Сдавал 1 На раз. сколько? Что? Сколько, какой балл был? Пытаюсь вспомнить. Ну, я думаю, там выше 700, наверное, тоже. Да, выше 700. 770, по-моему. Ну, понятно, в общем. Ребята, вы все поняли, да? То есть Ель, 770 GMAT, обычный, простой, белорусский, вышедший из леса аппликант, как говорится. Все понятно, все понятно. Хорошо. На тот момент, сейчас они эссе меняют очень сильно, я там читал последнее эссе, вообще очень интересно, все звучит. На твой момент поступления какая тема была, если ты помнишь, и немножечко расскажи, как ты с эссе боролся, потому что... Эссе на GMAT или эссе на MBA, на MBA. Да, MBA.
Значит, у меня, по крайней мере, пытаюсь вспомнить, что же у меня было. У меня оказалось 2 эссе, потому что в Гарварде, по-моему, в то время в HBS можно было писать как бы эссе, а потом можно было писать additional information, секция, где, значит, там все можно писать. И конкретный вопрос темы я не помню, но на вот этом вот как бы официальном самом эссе написал немножко о моем опыте и работе в McKinsey, и как бы как я там видел проблемы здравоохранения на уровне России, на уровне США, и как бы как это влияло, с одной стороны, на мое желание стать врачом, как бы уже подавал в то же самое время на MD, но с другой стороны, как это влияло на мое желание понимать, как работает система здравоохранения. Но в тот момент уже было их эссе, вот, в котором они говорят, расскажите, что вы хотите, мы вас не ограничиваем в словах, или это только они? Уже было, да, это эссе? Уже, по-моему, было. Потому что многие люди, они не представляют даже, как к таким эссе подходить. Да, вот такого рода, или там эссе вот в Стэнфорде What matters for you and why, то есть из этой серии. Ты как ты писал эссе? Да. У меня подход, я не знаю, насколько это правильно, у меня подход был такой. У меня есть как бы резюме и есть серия вещей, которые я за свою карьеру, за свое время сделал. Возможность использовать это эссе, чтобы рассказать этими вещами какую-то историю. То есть, как бы почему там, когда, например, в Еле учился, много работал в лабораториях. Занимался там научной всякой работой. А что, извини, что понятно было, major какой в Еле был? Major molecular biology. Окей. То есть экономического бизнес-опыта у меня понятно. вообще особо там... Я понял, у тебя больше медицины даже, чем бизнеса, на самом деле. В то время, да. Потом как вот это перешло в работу в McKinsey. То, что и например, и в науке, и когда работаешь как консультант, делаешь какие-то гипотезы, пытаешься их тестировать, думаешь о том, как провести анализ или материалов полученных, или же информация, которая пришла от клиентов. И потом, как, значит, в McKinsey идет дальше путь в медшколу и в MBA. То есть вот такая вот как бы история того, куда и как я хочу попасть. Тебе потом, когда тебя приняли, там, или, не знаю, рассматривали документ, сказали, знаете, мы вас не возьмем, вы слишком умный. Такое не говорили? Нет, такое не говорили. Рекомендации тоже частый вопрос. От кого брал рекомендации? От кого, на твой взгляд, лучше брать, лучше не брать? Да, то есть понятно, что рекомендации для поступления в медвуз и рекомендации для поступления в MBA-программу. Совершенно две разные вещи, да. Значит, рекомендации для поступления в MBA-программу у меня были 2 с рабочего места. То есть один с McKinsey, да. Один партнер в McKinsey, у которого немножко больше опыта, который постарше, с которым отношения были хорошие, но не самые-самые близкие. И одно письмо от project manager, engagement manager, с которым отношения были гораздо более близкие, вместе работали 5-6 месяцев на проект, даже на 2 проектах, и он меня знал очень-очень хорошо. И, насколько помню, их всего было 3. Да, по-моему, 3. Да, и 3 было от профессора в школе. Я с ней работал не на медицинскую тему, а на как раз вопрос в общем, глобальных систем здравоохранения, сравнения там, в США с другими странами. И как бы ее перспектива, она немножко более медицинская, но тоже как бы важно. Поэтому если есть какой-то опыт, что в общем, не все были с одной работой, с одного и того же места. Даже боюсь спрашивать, но спрошу, GPA какой был на момент поступления после бакалавра? 4,0, да, наверное? Ну, я имею в виду высокий, низкий, средний. Достаточно высокий. Достаточно высокий, да. Там типа 3,9 чего-то. Ну, понятно, да. А ты подавал только в одну бизнес-школу, одну программу или несколько? Я подавал только здесь, только в Гарварде. Почему? Потому что для людей в joint-программе здесь, в Гарварде, была возможность это сделать за 5 лет. То есть 4 года медвуза плюс 2 года MBA совмещаются, и получается 5 лет. Если бы я подавал в другие места, то это бы заняло
несколько То есть больше. в родном Еле, в Нью-Хевене ты не хотел подавать, потому что не было программы, которая такая короткая, скажем так. Если бы я учился там, в медвузе, то тогда я бы, скорее всего, подавал там. То есть чаще всего программы эти вот на... Ну ты же там 5 лет. отучился фактически, да? Ну, 4 да, в колледже. колледжи, да. Да. Как бы если бы я там учился на MD, Ага. то есть это же MD это 4 года уже Ну после да. колледжа здесь, по крайней мере, то тогда, возможно, подавал там. Окей. Вопрос, который постоянно задают в разных, так скажем, с разных концов, которые я слышу вот там управленцев, предпринимателей. Этот MBA, это ребята из McKinsey, которые очень умные, но их вот если поставить управлять бизнесом, там все будет плохо. Вот, существует такое мнение. Да. Твое мнение, исходя из вот минимум 2 лет обучения на MBA, вот что правда, что неправда? Как Гарвард вот борется с этой проблемой? Зеленых, юных мальчиков, которые имеют суперобразование, да. которые выходят, и потом там наталкиваются на действительность. Вот. Да. То есть, провокационный вопрос. Нет, вопрос провокационный. И в какой-то мере, то есть, да, это правда, здесь много консультантов, мальчиков и молодых девушек, у которых единственный опыт – это работа там в McKinsey, BCG, Bain или в каком-то investment банке или еще где-то. Как Гарвард с этим борется? Несколько вещей. Во-первых, все-таки, по-моему, все больше и больше людей приходит не из традиционных мест. То есть вот когда-то давно говорилось, что в Гарварде было 3 буквы М. Это мормоны, милитари, то есть из армии, и McKinsey. Как бы интересно. Мормонов и людей из McKinsey и людей из армии, как бы из военных сил хватает. Но сейчас, по-моему, люди стали немножко более разношерстные и приходит много откуда. Поэтому, значит, как Гарвард с этим борется? Во-первых, это все-таки попытка в секции, чтобы не было слишком много людей из одного и того же места. То есть, например, вот у нас были консультанты, бывшие секции, или еще, но также были люди, которые... Вот... То есть они разделяют по когортам просто. Да. И эти когорты, они все достаточно сбалансированы. То есть это не просто вот случайно размешал, они думают, чтобы здесь было достаточно людей, которые... Кто-то служил в армии, кто-то был работал, не знаю, на фабрике Кока-Колы в Индии, кто-то в Китае делал venture capital. Так что... Это одна вещь. И вторая вещь – это что Гарвард все-таки все больше и больше старается дать людям, пока они здесь, какой-то опыт такой, может, немножко более практической, скажем так, работы. То есть, будь то есть field project, где посылают на команду на неделю, чтобы чего-то делать уже где-то там на территории. Есть множество здесь ресурсов для стартапов, чтобы, как бы, если люди этим интересовались, они это делали. И даже в классе попытки сказать не только вот какой правильный ответ, хорошо, а как ты это скажешь сейчас. То есть такой вот ролл-плей, типа вот такая ситуация, и хорошо, правильно ответил, а как вот ты скажешь это конкретно этому человеку в этом классе? А метод, вот гарвардский метод, он, как бы так культурнее выразиться, он в целом не задалбывал, то есть потому что все через кейс. Ведь не все через кейсы можно на самом деле выучить, наверное. Да. Для большинства классов нет. Для некоторых классов да. То есть, например, для, скажем, operations management или для там leadership или маркетинга нет. Потому что каждый кейс это такой достаточно хорошо ограниченный, скажем так, случай, ситуация с компанией, в которой, если профессор хорошо ведет класс, то он или она скажет, вот, значит, это, из этого кейс нужно получить. Где кейс, по-моему, где этот кейс-метод работает немножко хуже, и где потом иногда самому нужно там или на Вестопедии, или книжки почитать, это для классов типа там финансов. Quantitative различных, да. Да, потому что, когда первая половина класса идут какие-то такие теоретические обсуждения, хорошо понять вообще, что происходит, тут кейс-метод работает не так успешно. Но тоже. А что такие самые яркие классы, вот, которые ты заполнил, после которых у тебя просто там состояние эксайтмента было?
Интересно, какие? Самые такие, наверное, самые запоминающиеся кейсы больше, чем классы. То есть нет такой... Не очень часто бывает такое, что вот весь класс, каждый кейс, каждое все интересно. Хотя некоторые профессоры, например, вот профессор, которая учила negotiations у нас, она очень-очень хорошо выделала даже те кейсы, которые, может, не такие интересные для меня, там, скажем, обсуждение о том, сколько будем платить какому-то футболисту или кому-то. Она как-то вот могла это провести. Но чаще всего получается так, что какой-то конкретный кейс, там, скажем, вот такой-то кейс в маркетинге, потому что там интересная компания чего-то делает, там бензопилы новые продает, или там Cialis с Viagra дерутся, значит, как разрекламировать это. Или какая-то вот еще такая, то есть больше по кейсам, чем так что сказать, что вот весь класс. А Кристенсен, ты брал его класс в Disruptive Innovation? Я просто проходил его в свое время, то был немножко, так скажем, мягко говоря, удивлен уровнем, глубиной этого человека. Нет, к сожалению, не получилось по расписанию, и не получилось, потому что, то есть, это класс Building a Successful Sustainable Enterprise, BSSE. Кришенсен учит одну секцию, еще, по-моему, есть 8 или 9 других секций. У меня просто с расписанием не вышло на этот класс записаться. Ты и так был недозагружен двумя. Да, не хватало как-то еще. Ясно.